Вы знаете, откровенно говоря, действительно, тема оказалась настолько интересной, потому что, когда я взялся за ее создание, мне, в общем-то, все мы, наверное, люди определенного поколения, наверное, и вы, господин посол, все мы выросли в кинофильме «26 бакинских комиссаров». На улице. Чудесный был фильм в свое время, с точки зрения художественной. Мы, наверное, на этом фильме выросли. У нас образы создали. Самойлов создал прекрасный образ Шаумяна. И, наверное, это все запало глубоко в душу. И нам казалось, что это действительно именно тот Шаумян, о котором мы говорили. И когда я начал изучение этой темы, у меня, в общем-то, этот образ был. Но, тем не менее, мне было очень интересно. Хоть вы сказали, что очень много произведений посвящено, я вам скажу, что вообще о Шаумяне в советское классическое время было всего 2 книги. 2 полноценные, я бы сказал, книги. 2 армянских авторов. Я не скажу и не хочу сказать, что это плохие книги. Это были советские классические произведения, написаны в соответствующем духе. Одно посильнее было произведение, которое было издано в Москве, одно послабее, которое издано было в Ереване. Еще одна книга, к сожалению моему большому, была издана у нас в Баку. Она была похлеще, чем 2 произведения, потому что авторы еще большим пафосом сказали то, что они может, сказали, а может, переписали. Не знаю. Во всяком случае, это факт. Но суть не в этом. Действительно, говорить было очень трудно. И когда я взялся за эту книгу, это было уже другое время, другие взгляды, другие подходы. Меня тоже удивило, а кто такой Шаумян, собственно говоря? Вы знаете, я в конце концов пришел, что если бы Шаумян в 18 году, а это мое глубокое убеждение, что его 20 сентября убили в Закаспии, вопреки тому, что пишут, это было действительно так, и ему отрубили голову. Вот говорили, его отрубили голову, это однозначный факт. Что там придумано, никакую Индию он не бегал, это все ерунда. Но самое интересное другое, что если бы он был, я пришел, а куда бы он пришел в конечном итоге? Я пришел к выводу, что он был типичный троцкист. Вы обратите внимание, 2 тома, да, вы сказали произведение, обратите внимание, ни в одном произведении о нем, о факте, нет факта того, а был Ленин, вот он любил Ленина, я верю. Общался со многими большевиками, с Луначарским, он общался с Богдановым и многими другими. Ни однажды, все-таки второе лицо государства, нигде не было упомянуто, что он общался, переписывался с Троцким. Этого не могло быть. Это элементарно. А само его убеждение, я все-таки действительно прочитал 2 тома его произведений. Вы мне как в упрек это привели, но я думаю, что я 107 раз потому сумел процитировать Шаумяна, потому что я прочитал это. А поскольку я прочитал, я действительно пришел к выводу. Шаумян действительно был сторонником перманентной мировой эволюции. Он был убежденный. Я бы даже сказал, что в большей степени, чем Ленин. Ленин тоже был сторонник этого. Но он был догматический, негибкий политик. И вы знаете, все от начала до конца его деятельности, она потерпела крах. Вот вы говорите, не надо начинать с того, что называется брачным периодом его жизни. Так я вам скажу, что это очень важный период. Я прочитал его письма к его невестке, еще в 17-летнем возрасте, сколько амбиций у этого человека было, сколько самомнения. Может быть, он хотел произвести впечатление, но это очень интересно. Это формируется политический деятель. А политический деятель, он действительно был чрезвычайно высокого мнения о себе. И то, что он поехал учиться на деньги Монташева, это не случайно. Но есть еще другие очень интересные факты. Ведь надо говорить, он ведь так и не кончил ни одного учебного заведения. Это тоже очень сопоставимый факт. Он учился в Петербурге, потом в Риге, потом в Берлине и нигде не закончил. И никто не может сказать, а кто он по специальности вообще? У него нет специальности. Он никогда не закончил ни одного учебного заведения. Но зато сколько пафоса, сколько амбиций. Он действительно был сторонником мировой революции. Но в условиях Кавказа что он предлагал? Ведь его программу по национальному вопросу Ленин назвал
Это не случайно. Крик из армянского курятника. Это я же не придумал эту фразу. Это из собрания сочинений Ленина. Крик из курятника, армянского курятника. Это очень интересная сама по себе оценка Шаумяна. И вообще Ленин действительно не знал национального вопроса. Абсолютно. Очень плохо разбирался в национальном вопросе на окраинах. Но Ленин, например, все время предложил Шаумяну, как кавказскому человеку, он ему предложил написать работу по национальному вопросу. Он ломался, в конце концов сказал, что пусть лучше Махарадзе напишет, а в конечном итоге работу написал Сталин. Это правда. Марксизм и национальный вопрос. Это написал Сталин. Потому что он не осилил. Почему он не осилил? Потому что его точка зрения была настолько догматичной. Это вот точка зрения о том, что на Кавказе должна быть только областная автономия. Это очень интересная точка зрения. И он придерживался ее до конца, областная. Хотя съезд большевиков Кавказа в 1917 году, в общем-то, действительно сфокусировался на этом. Но была ведь и позиция апрельской конференции 1917 года о возможности предоставления автономии. Вот я не писал про Сталина. Как Сталин? Сталин 1 апреля 1918 года пишет Шаумяну письмо. Говорит: товарищ Шаумян, мусульмане хотят автономии, так дайте ее им. Это в письмо его. Дайте ему. На него дошло слухи, что происходят какие-то события. А в апреле месяце на встрече с двумя большевиками из Баку он говорит: Шаумян стравил 2 национальные группы в Баку. Это не наша позиция. Через 3 месяца после мартовских событий это сохранилось. То есть, понимаете, вот здесь очень интересно, что сделал Шаумян. Шаумян действительно совершил, это я написал, что это была фашистская акция. Конечно, он не знал вообще о существовании фашизма. Фашизм, вы знаете лучше меня, когда это вообще появилось понятие фашизма. Но 7-й конгресс Коминтерна в 1935 году дал определение фашизма. Оно устарело, вы со мной согласитесь, что это проявление хищнических, наиболее агрессивных и так далее позиций буржуазии. Но я с этим не согласен, потому что фашизм требует другого определения. Фашизм по существу – это стравливание людей по национальному и конфессиональному признаку. Вот это самое точное определение фашизма. Другого определения быть не может. Вот родоначальником его действительно можно считать Шаумян. Не потому, что он был убежденным фашистом, нет, а потому что фактически он проводил эту политику ради укрепления власти. В этом плане очень интересный есть момент. Вы помните, Ленин назначил его в декабре 1917 года чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Вы лучше меня знаете, по делам Кавказа. Это произошло очень интересно. Существует письмо Сталина Ленину, который почему-то в декабре 1917 года оказался в Финляндии. И Сталин пишет ему: сейчас приходил Прощян, а Прощян был левый эсер, он входил тогда в состав правительства Прощян. И самое такое пренебрежительная ремарка: вместе со своими армянами. Он потребует автономии для турецкой Армении. Сталин так вот небрежно сказал. И они дали это знаменитый тезис о турецкой Армении, декрет Совнаркома, о котором тот же Микоян впоследствии писал, какой был бессмысленный документ. Вот этот декрет о турецкой Армении. Это понятно, это уже другой вопрос. Но вот в этой связи надо вообще отдать должное. Здесь, конечно, Шаумян натворил. Он чрезвычайный комиссар по делам Кавказа. Это была ленинская ошибка. Его не приняли грузины и буквально выгнали из Тбилиси. Он месяц мотался по Кавказу и, наконец, вернулся в Баку, полный ненависти и желчи по отношению ко всем, кто с ним не согласен был. Ему пришлось принимать решение, потому что ведь большевики в самом Баку не располагали большинство. Они проиграли первые выборы, вторые выборы. Почему он сидел во главе Баксовета? Потому что несогласие было в рамках всей демократической коалиции. Они друг с другом не могли поладить, поэтому решили, пусть будет он, потому что хотя бы центральное правительство на него ориентируется. Это такая была ошибочная тактика, но по душе они все его ненавидели. И он сам не мог справиться с положением.
Почему, говорит, он опирался на армянские военные формирования, а у него других формирований не было? Вот прочитайте Байкова, воспоминания. Это бакинец, но потом эмигрировавший. Что он пишет об этом безобразии? Он пишет, что он натворил, будучи председателем Совнаркома. Ошибка за ошибкой, выдвижение кадров на руководящие должности, с такой он пишет. Я не знаю, очень так стыдно вот читать, что как он охарактеризует вообще это правительство. Что он говорит о жене Зевина Колесниковой. Это сумасбродная психопатка, одна заслуга которой, что она долго сидела в тюрьме. Ну, что еще? Об других. О Кореняне, будущем академике Академии наук. Кореняне. Это безграмотный юрист. Это он пишет, а он народный комиссар. Кстати, почему-то не пострадавший. Абсолютно, даже не арестованный. И так бесконечное количество людей, о которых он говорит. Шаумян политический неудачник. Если вот мое мнение. Он развалил до революции Бакинскую большевистскую организацию. Об этом не пишут. Он был 2 раза избран на съезды партии, 4-й и 5-й. Почитайте эти стенограммы. Там ведь Жордания, вот я не знаю, как он выступал в Жордании, говорит, ведь как ты мог быть избран, говорит, от организации, Борчалинской организации, если там нет ни одного рабочего. Как ты мог быть здесь избран? Ну, где ты собрал вообще это собрание? И то же самое на 5-м съезде партии. Вы понимаете, тогда вот выходит, что ведь какой разброд был в партийных организациях, выборы настолько некорректно проводилось. И то же самое впоследствии. Шаумян меньше всех голосов большевистская партия собирает в октябре 17 года, а он становится председателем Баксовета. Он один избирается в феврале 17 года, становится председателем Баксовета. Там столько непонятных, неясных моментов, которые просто надо было изучать и так далее. Я очень много времени у вас отнял, я не хочу это время отнимать. Да, я знаю, что я умею рассказывать, но дело не в этом. Я не хочу действительно утомлять вас. Это очень интересная тема, которая требует. И в принципе здесь целью была не поставлена армянофобия. Абсолютно. Здесь вопрос идет, кто есть кто. Вот сейчас я 35 лет преподаю историю советского общества. 35 лет. И, честно говоря, для меня вот что про Шаумяна написать, что про Молотова, что про Кагановича, что про Хрущева. Мне одинаково интересна вся история советского общества. Я, собственно говоря, и автор учебника по истории советского общества. И, правда, ее здесь нет, но я вам говорю, я ее писал, и она издана уже, и заканчивается почти. Вот есть очень много. История советского общества заслуживает очень большого внимания, интереса. Действительно, это очень интересно. Шаумян, не вопрос о Шаумяне, это не сам Шаумян. Это та система, которую они создавали. И если сегодня у нас, допустим, существуют межэтнические противоречия и проблемы, один из тот, кто заложил прочный фундамент в эти противоречия, был Шаумян. Своей неуемной фантазией и своим жонглерством терминологии. И, в общем-то, потому что он занимался тем, чем он не должен был заниматься. И не только он один, очень многие. Вот результат. Результат сегодня налицо.